Всем привет! Как у вас дела? Надеюсь, что у вас все хорошо в это не очень хорошее время. Надо закрыть окно. Подождите секунду. Так, должно быть лучше. Итак, давайте начинать это новое видео. Значит, сегодня я буду рассказывать вам про одно достаточно странное, жуткое, но интересное место, которое находится в Санкт-Петербурге. В этом месте можно увидеть банки с двухголовыми младенцами, можно увидеть банки с сиамскими близнецами и банки с прочими, с другими странными существами, которые когда-то были живыми. Боже мой, турецкий кофе – это лучшее, что я пил в своей жизни. Итак, сегодня я буду рассказывать вам про Кунсткамеру. Кунсткамера – это музей, очень известный музей, который находится в Санкт-Петербурге. Что значит слово «кунсткамера»? Я не знаю, что оно значит, но я знаю, что это слово произошло или это слово происходит из немецкого языка, и происходит оно от слова «Kunstkammer». Я не умею читать по-немецки, я надеюсь, я все правильно прочитал. Вот, если интересно, можете поискать это слово в интернете и посмотреть, что оно значит. Если я не ошибаюсь, то Кунсткамера – это такая комната, которую можно было увидеть в каком-нибудь богатом европейском доме когда-то очень давно, может быть, в 17 веке. И в этих комнатах хранили всякие экзотические вещи. Например, если вы богатый европеец в 17 веке, то в вашей кунсткамере могла находиться что? Какая-нибудь, например, кость мамонта или чучело какой-нибудь экзотической птицы, может быть, какой-нибудь странный камень или что-то типа этого. В общем, когда-то давно в Европе это было модно, и это считалось чем-то прогрессивным и, может быть, аристократичным. Вот. Сейчас, например, прогрессивно быть вегетарианцем и не убивать животных. Раньше было по-другому. В будущем тоже все будет по-другому. Я думаю, все изменится, и мы вернемся к тому, что забыли не так давно. Но это не важно. Сегодня мы не будем много философствовать. Давайте я продолжу рассказывать вам про Кунсткамеру. Итак, как появилась Кунсткамера в Санкт-Петербурге? Благодаря кому сегодня мы можем ходить в это место? Мы можем это делать благодаря русскому императору Петру I. Петр I – это, возможно, самый известный и самый популярный, если так можно сказать, русский император, русский правитель. Это был достаточно необычный человек. У него был очень высокий рост. Его рост составлял 2 метра, если я не ошибаюсь. Так, сейчас я буду подглядывать в свои записи. В общем, у этого человека было очень много энергии, в том числе физической энергии. Он был очень активным, и он не любил старые консервативные традиции и хотел европезировать Россию. Я не знаю, существует ли слово «европезировать», я только что его придумал.
В общем, Петр I хотел сделать из России прогрессивную европейскую страну. И поэтому для этого он делал много разных вещей и много разных реформ. Итак, когда Петр I был молодым, он поехал в Европу. Кстати, я должен отметить, что он поехал в Европу инкогнито. То есть в Европе никто не знал, что это русский царь. Он там жил и что-то делал, как обычный русский человек. И в Европе он, например, в Голландии, то есть в Нидерландах, он учился строить корабли. В Пруссии, если я не ошибаюсь, Пруссия – это современная Германия. Я очень плохо знаю историю. Если что, можете поправить меня в комментариях. Итак, в Пруссии он изучал артиллерию и... Что еще? Да, и также в Европе он посещал анатомические театры. Я не знаю, что такое анатомический театр. Я знаю только про обычный художественный театр. Но если верить информации в интернете, то когда-то давно в Европе были анатомические театры, и похоже, что нашему царю они очень понравились. Итак, когда Петр I был в Европе, а именно в Голландии или в Нидерландах, он там познакомился с профессором, которого звали Фредерик Рюйш. Рюйш – это, если я не ошибаюсь, был человек, профессор, который занимался медициной, и этот профессор Рюйш совершил революцию в медицине. Он создал вещество, то есть субстанцию, которая позволяла очень хорошо бальзамировать тела людей, может быть, животных, не знаю. Но прежде всего людей. Что это значит? Это значит, что с помощью этой субстанции можно было бальзамировать тела мертвых людей и тем самым сохранять их кожу, сохранять цвет их кожи, сохранять мягкость кожи и, может быть, какие-то другие параметры. То есть раньше, до того, как этот европейский профессор создал эту субстанцию для бальзамирования, раньше в анатомических театрах Европы экспонаты, то есть трупы людей, очень быстро становились черными. Они быстро чернели, и их внешний вид очень быстро портился, становился не очень красивым, если так можно сказать. Но после изобретения этого вещества, после изобретения профессором Рюйшем этой субстанции, ситуация изменилась. Теперь в анатомических театрах трупы выглядели очень привлекательно, если позволите. Например, у мертвых младенцев можно было увидеть румянец на щеках. И когда Петр I увидел это, он был в восторге. Ему это очень понравилось, он был впечатлен. Итак, нашему царю Петру I настолько понравилась коллекция профессора Рюйша, что он решил купить эту коллекцию за какие-то огромные деньги. Он купил примерно 2000 экспонатов за огромные деньги. Чтобы вы понимали,
на эти деньги можно было построить несколько военных кораблей. И, ну да, наверное, это какие-то большие деньги. Я даже не очень хорошо понимаю, несколько военных кораблей – это дорого или это очень дорого. Ну, неважно. Я просто рассказываю вам то, что я прочитал в интернете. Итак, можно сказать, что это была инвестиция Петра I в российскую науку. Итак, почему, вообще зачем Петр I решил создать Кунсткамеру в Санкт-Петербурге? Тут есть интересный культурный нюанс, который нужно объяснить. В начале XVIII века русские люди жили суевериями, религиозными суевериями. Может быть, не только религиозными, я не знаю. Что такое суеверие? Если вы не знаете это слово, то я напомню вам. Например, во многих странах есть суеверие, что если пойти по дороге, которую перешла черная кошка, то произойдет что-то плохое. Вот это очень популярное суеверие. И в начале XVIII века наука в России была не развита, и люди жили религиозными суевериями. То есть, например, если в какой-нибудь обычной русской семье рождался ребенок с какими-то анатомическими дефектами, например, если у ребенка было не 5 пальцев, как у нормальных людей, а 6 пальцев, то люди думали, что это дьявол или что это какое-то странное существо. Они могли подумать, что, не знаю, это связано с проклятием, которое лежит на семье этого ребенка. И, в общем, не было, как сказать, все было не очень хорошо с этой ситуацией. И Петр I, он хотел изменить это. Он хотел показать людям, что, например, анатомические дефекты у людей – это не дьявол, это не магия, это не мистика, а биология. Что это какие-то природные, скажем так, что это ошибка природы или какие-то необычные феномены в природе, которые можно объяснить с помощью науки. То есть Петр I создавал Кунсткамеру и привозил в Россию эти экземпляры не для того, чтобы развлекать людей, не для того, чтобы делать цирк уродов, а для того, чтобы просвещать людей. Просвещать значит давать знания. То есть все это было сделано в просветительских целях, для того, чтобы люди становились умнее и образованнее. Но давайте будем честны. Все было не так хорошо и благонравно, как я это описываю. Вообще люди помнят Петра I как великого и прекрасного, но также и ужасного человека. Это зависит от точки зрения. Я считаю, что и то правда. И та позиция имеет место быть. И сейчас я объясню, почему я это говорю. С одной стороны, у Петра I были достаточно благие и хорошие намерения. Он хотел просвещать русское население, он хотел давать людям знания. С другой стороны, методы были достаточно жесткие. Так, например, в 1718 году Петр I издает официальный указ. Он говорит, что по всей России
доктора, священники, то есть, в общем, какие-то, не знаю даже, как сказать на современном языке, ну, давайте скажем так, доктора и священники, которые заметили, что родился какой-то странный или необычный ребенок или животное, должны были забрать этого ребенка или это животное и отвезти его в Санкт-Петербург. Если это был какой-то мертвый ребенок, который выглядел как-то странно, некрасиво, у которого были какие-то дефекты, анатомические дефекты, то в Санкт-Петербурге за тело такого ребенка давали деньги. За живого ребенка давали очень хорошие деньги. Также давали деньги за странных дефектных животных, но не такие хорошие деньги, как за людей. И также этот указ, этот закон говорил о том, что если в семье родился какой-то странный дефектный ребенок, и родители не рассказали о нем, то этих родителей ждал штраф или даже суд. Не знаю деталей, но как-то так. Итак, я хочу повторить, что я не могу гарантировать, что все это правда, потому что я читаю информацию из интернета. Я не историк, Кто я? Я никто. Я не знаю очень многого об этой жизни, поэтому если вы со мной не согласны, то вы имеете на это право. И если вы какой-то эксперт, то, пожалуйста, не судите меня строго. Цель этого видео прежде всего заключается в том, чтобы помогать людям учить русский язык. Вот. Я оправдываюсь, потому что тема действительно важная, она имеет отношение к истории, к русской культуре, и я, правда, не хочу здесь быть слишком невежественным. Ну ладно, продолжим. Итак, таким образом в Кунсткамере, после того, как прошло какое-то время, после того, как открылась Кунсткамера и прошло определенное количество лет, в Кунсткамере были не только банки с мертвыми телами разных странных существ. В Кунсткамере также жили и реальные живые аномалии, реальные живые люди с какими-то анатомическими дефектами. Например, в Кунсткамере жил карлик, которого звали Федор Игнатьев. Карлик – это человек очень-очень низкого роста. Я думаю, вы понимаете, что это значит. И у этого карлика, у Федора Игнатьева, было только 2 пальца на каждой руке и 2 пальца на каждой ноге. Этот карлик прожил при музее 16 лет. И Петр I показывал таких людей обществу, он показывал таких людей русскому населению для того, чтобы убрать страх, для того, чтобы люди адаптировались к таким феноменам и поменяли свое мнение о том, как работает жизнь. Итак, что можно увидеть в Кунсткамере? Я не знаю, смогу ли я найти фотографии в интернете, наверное, да. Но, например, в Кунсткамере можно увидеть скелет очень-очень высокого человека. Когда этот человек был жив, его рост составлял 227 сантиметров. Также
Например, в Кунсткамере можно увидеть типа как ребенка в банке, у которого сросшиеся ноги. То есть у нормального человека ноги изолированы. Наши ноги живут отдельно друг от друга. А у этого ребенка ноги сросшиеся. Также в Кунсткамере можно увидеть ребенка с двумя головами и, например, сиамских близнецов. Я не знаю, это одно и то же или это разные вещи. Короче, в Кунсткамере много разных странных экспонатов. Поэтому, если вам нравятся жуткие, криповые, неприятные вещи, приезжайте в Санкт-Петербург, будет интересно. Итак, это еще не конец, но хочу вам кое-что сказать. Если вам нравится мой контент, и если вы хотите сказать мне спасибо и помочь мне, моему каналу, вы можете сделать это на сайте Boosty. Вы можете отправить мне деньги, или просто написать что-нибудь хорошее в комментариях. Это тоже помогает. И если вы учите русский язык, и если вдруг вы хотите заняться русским языком вместе со мной, вы можете зарезервировать в моем онлайн-календаре урок. Можете выбрать день, время, и мы с вами встретимся онлайн, обсудим вашу ситуацию, и, может быть, я смогу вам как-то помочь. Спасибо. Итак, также хочу рассказать вам про одну интересную деталь. Когда Петр I открыл Кунсткамеру, многие люди отказывались туда идти. Они боялись смотреть на эти странные экспонаты. И вообще, как я уже сказал, люди были суеверными. Они думали, что если они увидят все это, то произойдет что-то очень плохое. Но, как я говорил ранее, Петр I был прогрессивным человеком, поэтому он использовал хорошую маркетинговую стратегию. Он сделал вход в Кунсткамеру бесплатным, и также он наливал людям водку, вино и давал бесплатную еду. Так что, бесплатная водка. Вы сами все понимаете. Бесплатная водка, вино, еда. Со временем люди начали ходить в Кунсткамеру и смотреть на эти необычные экспонаты. Кстати, я должен сказать, что Кунсткамера это больше, чем место, где можно посмотреть на мертвые тела каких-то странных существ. Анатомический зал – это только один зал в Кунсткамере. Я забыл сказать, что в этом музее также много других залов, где можно увидеть огромное количество других экспонатов, которые связаны с иностранными культурами. То есть я бы сказал, что большая часть музея посвящена не анатомии, а культурам других стран. Но, если говорить честно, то большинство людей сегодня идут в Кунсткамеру именно для того, чтобы посмотреть на анатомические экспонаты. Итак, я не знаю, что еще можно добавить. Мне кажется, я что-то забыл, но если что, скажу в другой раз. Кстати, сейчас я работаю над тем, чтобы восстановить свой профиль на Патреоне. У меня были некоторые проблемы с ним, но, возможно, скоро он снова появится. И
Если это произойдет, я вам скажу. И буду рад, если вы продолжите поддерживать меня на этом сайте. Вот. Все. Я думаю, это все. Если вам понравилось это видео, то, пожалуйста, поставьте лайк. Можете также написать комментарий. Это помогает продвижению моего контента. И мы увидимся с вами в следующий раз. Пока. Всего доброго.